17 лет назад Apple выпустила первый iPod, а с ним и наушники. Тогда всем хотелось ходить в таких, ведь это означало, что в кармане на другом конце провода крутой плеер от Apple. После выхода AirPods мир захватила новая эпидемия. Теперь в моде полностью беспроводные затычки, которые хранятся и заряжаются в специальной коробочке. Берут их, конечно, потому что это Apple, что сделано оно со всеми этими магнитиками, клацаниями и прочими ништяками, вроде автоподключения и паузы, когда вытаскиваешь из уха. А вот звучат они, как и те первые Earbuds, так себе. Так что если хотите слушать музыку с качеством, то придется искать альтернативу. И мы как раз собрали целый чемодан подобных наушников, без проводов, с кейсами для хранения и зарядки. И даже серьезно их потестили. 7 моделей с разными ценниками, качеством и удобством. Давайте смотреть. Есть такой производитель Elari, и это их вариант наушников, которые называются NanoPods. Обычно мы на упаковку внимания не обращаем, но тут на ней внезапно изображен Евгений Маргулис из «Машины времени». Он, оказывается, амбассадор Elari. Но это все маркетинг, посмотрим, что внутри. Коробочка. Простая. Даже слишком простая. Никаких магнитных доводчиков, пластик, шарнир. Хотя внутри магниты есть. Наушники ложатся хорошо и не выпадают. Для зарядки нужно нажать кнопку. Это очень странно, могли бы и автоматом начать заряжаться. Ну и если вы слушали музыку, вытащили наушник, положили его в кейсик, то музыка продолжает играть. На фоне AirPods подобных наушников выглядит совсем не очень. Оба наушника отдельные Bluetooth устройства, поэтому сначала их нужно сопрячь друг с другом, а потом уже со смартфоном. Удобство так себе, но 5 минут и все получится. Автономность 3 часа, после чего в кейс и заряжать. На каждом наушнике есть кнопка, которая включает его, позволяет ставить проигрывание на паузу, отвечать на звонки и набирать последний номер. На этом все. Регулировки громкости нет, переключения треков тоже. Это не очень удобно. Плюс при звонке вы будете слышать собеседника только в правом ухе. Это так себе. По звучанию и удобству. В принципе, даже в руководстве к наушникам написано, что их можно крутить как угодно, лишь бы удобно было. Но найти идеальную позицию очень сложно. То нет басов, то силиконовые накладки закрывают канал и звук вообще глушится. Если нашли удобное положение, хорошо, потому как звучат они и прилично. Никаких завалов, все сбалансировано и достаточно живо. Но если подвигать челюстью или зевнуть, например, то все нужно будет начинать сначала. То бишь для занятий спортом такой вариант не лучший. Есть еще один нюанс – это работа Bluetooth. Если смартфон лежит в левом кармане, голова повернута направо, то звук пропадает. И этим страдают практически все модели с Bluetooth 4 и модулем в правом наушнике. Теперь про звучание микрофона Elari NanoPods. Вас будет слышно примерно как-то так. По сравнению с другими маленькими боксами, кейс AirTune выглядит странно и футуристично. А все дело в том, что в нем еще и Powerbank емкостью 2100 мАч. Если посмотреть на заднюю панель, то видно не только microUSB для зарядки самого кейса, но и полноразмерный USB на случай, если придется зарядить смартфон. Чтобы достать наушники, вот так эффектно выдвигаем внутреннюю часть. Наушники на магнитах и держатся довольно крепко. Кругом металл. Оригинально и симпатично. Хоть и не так компактно, как у других моделей. Держится около 3 часов, потом нужна подзарядка. Стандартный результат. В ушах затычки держатся хорошо, нету проблемы с изменением звука. Вставил себе и пошел. Другое дело, что звучат они так себе, ну вот по 5-бальной шкале на 3 максимум. Бумкают неплохо, а высокие походу где-то потерялись. Проблемы с Bluetooth здесь тоже есть. Стандартный тест с поворотом головы и смартфоном в противоположном кармане наушники проходят, но если рука в кармане закрывает смартфон, все, связи нет. На корпусе наушников тоже по одной кнопке, поэтому ни громкость менять, ни треки переключать нельзя. Если говорить о качестве микрофона Aeron AirTune, то звучит он примерно как-то так. Самый бюджетный вариант в нашей подборке стоит всего $40, поэтому и требований к нему должно быть меньше всего. Но обо всем по порядку. Наушники хранятся в боксе зарядки. Емкость их аккумулятора 40, у бокса 220 мАч. Заряжаются они полчаса. При этом экономия привела к интересному решению. На коробочке нет никаких светодиодов, зато крышка полупрозрачная и через нее видно светодиоды, которые есть на самих наушниках. Каждый из наушников отдельное Bluetooth устройство. Подключаем правый, левый коннектится к правому сам. На каждом из них есть своя кнопка, причем она занимает всю поверхность. С одной стороны, не нужно искать ее на ощупь, с другой постоянно нажимаешь на них, когда хочешь поправить или вставить наушник обратно в ухо. Вместо этого музыка ставится на паузу, и это бесит. Помимо этого, кнопками можно переключать треки и отвечать на звонки. При этом можно пользоваться только одним наушником, но, к сожалению, здесь нету регулировки громкости. Стандартный тест с поворотом головы они тоже не прошли, звук пропадает.
Так что при занятиях в зале лучше класть смартфон где-нибудь неподалеку. По удобству стандартная схема, когда крутишь, вертишь затычки полчаса, меняешь накладки, снова пробуешь, а звук все равно получается так себе, но зато дешево. Не забудем тест микрофона. В Q29 Pro собеседники услышат вас примерно так. Переходим к тяжелой артиллерии. Это Jabra Elite 65T. И стоят они дофигища. Точнее, больше $200. Но они того стоят, извините за каламбур. По функциональности они максимально похожи на AirPods. Вытаскиваем их из бокса и вставляем в ухо. Они автоматически просыпаются и коннектятся. Вытаскиваем один, музыка ставится на паузу. Вставляем обратно, продолжает играть. Только вместо датчиков приближения тут работает удаление одного наушника от другого. Все претензии, которые к ним есть, касаются кейса. Вот реально, хрен откроешь. Сделали зацеп, который не работает, сделали углубления, которые не работают. В результате при открывании наушники могут запросто укатиться под шкаф. Отсюда, во-вторых, нет никакого крепления наушников. Они лежат хорошо, соединение с контактами есть. Но можно же было сделать как-то получше коробочку. Плюс крышка просто на шарнире, никакой доводки. На этом недостатки этой модели заканчиваются и начинается кайф. В ушах они держатся просто прекрасно. Мне не пришлось менять накладки, крутить, вертеть наушники. Они просто идеальной формы. Второй вау-эффект – звук. Если во всех бюджетных моделях есть какие-то нюансы, то здесь ты просто получаешь удовольствие от музыки как таковой. Никаких проблем нет и при подключении. Не надо заморачиваться с соединением каждый раз. Правый, левый. Просто вытащил из кейса, и приятный женский голос объявит, что все зашибись, и можно слушать музло. Это прекрасно. Они даже проходят тест на поворот головы. Видимо, сыграл свою роль в Bluetooth 5 версии. На левом наушнике есть такие вот выступающие пупырки. Это кнопки регулировки громкости, переключения треков и заодно вызова всяких сервисных сообщений вроде уровня заряда. Но и это еще не все. Есть официальное мобильное приложение, в котором еще 300 тысяч функций. Например, вот это. 4 микрофона, а тут на секундочку 4 микрофона, начинают транслировать то, что происходит вокруг. Можно микшировать это с музыкой, можно выключить проигрывание, когда говорите с кем-то. Так безопаснее ездить на велосипеде, переходить улицу, да и в магазине на кассе наушник вытаскивать уже не обязательно. При этом микрофон, а точнее 4 микрофона, пишут звук вот с таким качеством. Если бы не эта модель, то в нашей подборке оказалась бы нехилая дыра, в ценовом смысле. Есть дешевые модели, есть дорогие, а вот посередине долларов за 100 ничего. Ну вот есть Heavy G1. Я не буду скрывать, что слышу про эту компанию впервые. Тем не менее, у них получилось сделать интересную штуку. Правда, я думаю, что с коробкой слегка перемудрили. Ну да ладно. Первым делом кейс. Он очень прикольный, хоть и кажется крупноватым. Закрывается благодаря магниту. Наушники внутри тоже крепятся на магнитах. Он приятный на ощупь, даже вот такая ручка есть, прорезиненная. По совместительству закрывашка для порта micro-USB. Внутри аккумулятор 720 мАч. Это серьезно. Закрываем. Горит светодиод. Когда он тухнет, наушники зарядились. Удобно. Кстати, есть еще в природе версии, в которых кейс поддерживает беспроводную зарядку. Для разных ушей в комплекте есть две пары накладок. Одна поменьше, вторая покрупнее. И еще наборы резиновых накладок, которые крепят наушники снаружи. Между ними разница не такая большая, как мне показалось, поэтому особого смысла менять нет. Тем более, что держатся затычки в ушах хорошо, а звучат вообще ок. Включаются они сразу парно, но если что, на левом наушнике тоже есть кнопка. Теперь микрофон Heavy G1. Запишем кусочек, чтобы было понятно. Еще одна компания, про которую мы ничего не слышали, Miss. Они решили пошутить с названием и выпустили наушники Fit. Вместе получается Miss Fit. Очень самокритично, но сидят они как раз таки неплохо. Вот этот бочонок – кейс для затычек. Снаружи алюминий, внутри пластик. А вот здесь спрятан аккумулятор емкостью 600 мАч. Когда затычки внутри, через прорезь видно светодиоды, показывающие статус их заряда. По виду затычки сначала кажутся подозрительными, но в ушах они сидят нормально. По звучанию они как раз посередине среди всех в нашей подборке. Не хватает басовитости, но в целом, как для модели за $50, очень даже неплохо. Не очень люблю кнопки на весь корпус. Постоянно на них случайно нажимаешь. Ну и никакой регулировки громкости и прочих плюшек. Только пауза и ответ на звонок. Зато не нужно каждый раз включать второй наушник. Подключение автоматическое, и при вытаскивании из кейса включаются сразу оба. Уже есть второе поколение этих наушников, но до нас они пока еще не доехали. Там пофиксили самую главную проблему – это постоянно отваливающийся Bluetooth. Я про нее слышала, но сама столкнулась
только однажды, потом все работало без проблем. Ну и тест микрофона, чтобы можно было сравнить с остальными моделями. Больше всего на AirPods похожи вот эти наушники. Это Huawei FreeBuds, только у них горизонтальный кейс и есть резиновые накладочки. Все на магнитиках, приятное на ощупь. Спереди светодиод, сзади кнопка для пейринга и Type-C для зарядки самого кейса. 3 часа от встроенных аккумуляторов плюс еще 10 при зарядке от кейса. Типично для таких моделей. А вот с накладками возникли нюансы. Маленькие не закрывали канал, поэтому басов с ними не было. При определенной удаче хороший звук получилось добиться с более крупными, которые в комплекте. Ну или поменять на свои, еще больше. Физических кнопок на затычках нет. Все управление тапами по корпусу. И это не сенсорные кнопки, а акселерометры. Они чувствуют удар пальцев и понимают это как нажатие. Интересный способ. Наушники сами отключают музыку, если вытащить их из ушей. И включаются, если достать из кейса и вставить в уши. Тест с поворотом головы наушники проходят, но не с рукой в кармане. К слову, здесь Bluetooth 4.2. А вот регулировки громкости не хватает, как и переключения треков. Для этого придется лезть за смартфоном. А это Huawei FreeBuds, и вы можете услышать, как они звучат прямо сейчас. Вот такие вот 7 моделей, как альтернативы AirPods. А если вы знаете или уже купили себе что-то другое, напишите нам об этом в комментариях. И ставьте обязательно нам лайки за труды. У нас летает сценарий, поэтому нужно срочно с вами прощаться. Всем пока!